привет. Сегодня у нас расклад, какой мужчина ворвется в твою жизнь. Вытянем, я думаю, по 5 карт. Этого будет достаточно. Вопросы, как всегда, передо мной на бумажке, чтобы я куда-то ни туда не ушел, чего-то не забыл. 5 вопросов и 5 карт. И, конечно же, приглашаю всех в проживание арканов, но вы это и сами все знаете. Давайте начнем наш расклад. Итак, первый вариант. Пятерка кубков. Жрица. Король мечей. Королева жезлов. И четверка жезлов. Ну смотри, первый вопрос — это что за энергия у этого мужчины, да, и как она перекроет все привычное в твоей жизни. Ну а он будет, знаешь, по пятерке кубков придет вот с таким зарядом эмоций, что ты вот забудешь про серые будни, понимаешь? В нем чувствуется вот эта, знаешь, скрытая грусть. Когда-то он разочарование пережил, и теперь он носит легкую вот эту ранимость внутри. Но он заряжен на перемены и умеет выводить людей на откровенные разговоры. Как будто, знаешь, вот, как будто вынуждает посмотреть правде в глаза. И его появление встряхнет твою вот эту серость, рутину, потому что он принесет с собой вот эту глубину в общении. И вместе с ним ты поймешь, что иногда нужно прошлое оставлять позади, чтобы ощутить в настоящем яркость, понимаешь? Он начинает все, знаешь, как сказать, на такой грустненькой ноте, да, но внезапно все трансформируется, показывая, что он умеет перевернуть грусть в живую искру интереса. И это выбьет тебя из вот этого обыденного течения жизни. Потому что раньше ты не встречала такого контраста. То есть за печальными глазами скрывается человек, который вот готов начать новую страницу вместе с тобой. Причем хорошо начать. Какая особенность его характера зацепит твое сердце? Ну смотри, тут понятно, да, по жрице глубокая интуитивность. То есть он может вот молча наблюдать за тобой, да, а потом скажет пару слов, которые прям вот тютелька в тютельку, сочетание с твоими мыслями. Ты почувствуешь себя вот, как сказать, вот такой вот в недоумении, как он мое настроение считывает, да, без каких-либо там слов, подсказок и так далее. Вроде бы он не лезет к тебе с расспросами, со всякими, с вопросами, да, но при этом он отлично понимает, что у тебя на душе. И вот эта мудрая проницательность, она как магнит будет действовать. Он будет улавливать то, чего ты, как сказать, сама стесняешься говорить. Понимаешь? И это совсем не будет похоже на какой-то там банальный флирт, где вот все по верхам, да? Он прям будет видеть твои уязвимые места, но не будет давить на них, да? А аккуратно даст понять, что там не осудит, не сбежит, что он рядом будет. И такая вот глубина, она будет пробуждать доверие у тебя, которое, захватит тебя почти мгновенно. Тебе любопытно станет, там, кто он, почему так чувствует тебя, да? Как будто читает какую-то книгу твоих мыслей. И у тебя первая мысль будет: «Он мой близнецовый пламенец».
почему именно ты окажешься в поле его внимания, да, в поле его интересов? Ну, он, знаешь, он в людях ценит вот эту ясность ума и, как сказать, вот точность слов, я бы сказал. А у тебя это проявляется даже вот в мелочах. Ты можешь без всякой лишней драмы сказать, что на душе, прямо высказать, чего ты хочешь. Ну, от вообще даже совместного вот этого свидания. А его подкупит твоя способность не обходить там острые темы стороной, а на чистоту говорить, да? Король мечей — это ясность мысли. А он привык, что вокруг многие предпочитают, как говорится, лапшу вешать, кругами ходить, боясь там обидеть или там боясь правду услышать. А ты, а ты не тратишь время на вранье. Именно это и зацепит его. Он увидит в тебе такого человека, который не боится позвать на разговор, да, когда что-то не так. Искренне выслушиваешь. У тебя вот такой взрослый и честный подход, и он сильно тебя выделяет на фоне, ну, остальных женщин. И ему будет ясно, что рядом с тобой не придется играть там дипломата, да? То есть можно быть собой, и ты это примешь, и это будет без какой-либо фальши. В каком месте или обстоятельствах он может внезапно появиться? Ну смотри, он появится в таком месте, где люди заряжаются энергией, да, вот этим куражом. Ну, там, например, там, на дне рождения твоей подруги, да, вот там, где люди, как говорится, веселятся и энергией заряжаются. Толпа, музыка, обсуждение планов, и там ты в такой обстановке не ждешь каких-то там инсайтов психологических, да, глобальных открытий, ты просто заряжаешься там энергией. И он уверенно, как говорится, движется в твою сторону, да, и при этом, как сказать, вот когда мимо проходит человек, зацепляется же взгляд на нем. Вот у тебя будет так же. Ну, то есть я объясню. Вот толпа людей, да, вроде как все одинаковых с лица, но на нем у тебя взгляд вот так вот, как говорится, заострится и зажгется искорка. И он, конечно же, не боится яркой среды. У него хватает харизмы, чтобы чувствовать себя в такой обстановке в своей тарелке. Где это может быть празднование, да, какое-то, там, свадьба, день рождения и так далее. То есть вот где музыка и много людей, где люди энергией будут заряжаться. Какие перемены ваша встреча принесет в твое будущее? Ну смотри, это даст тебе ощущение прочного стояния на ногах. Ну, фундамента, да? И стабильности вот этой веселой. После всей вот этой суматохи, эмоциональных всплесков из твоего прошлого, да, ты поймешь, что рядом с ним ты можешь быть спокойной, раскованной и как сказать, не боясь обидеть. Понимаешь? Если раньше вот тебе казалось, что надежность, она не может быть там яркой, да, то здесь откроется у тебя новый взгляд. У вас появятся там совместные планы от мелких каких-то бытовых штук, да, до серьезных шагов, что давай вместе обои поклеим. Но об этом еще пока рано, но я говорю наперед. То есть он быстро найдет общий язык там с тобой, с твоим окружением, станет для тебя той точкой опоры, которая вот, ну, дает на ногах стоять. Я не знаю, как по-другому сказать. С ним ты перестанешь переживать, что там завтра он уйдет, все отвалится, мы расстанемся, потому что ты увидишь, как этот человек готов вкладываться в отношения. Причем не на словах, да, не достану тебе звездочку с неба, а делами. То есть, знаешь, этот человек подарит тебе ощущение
веселой стабильности. Я вот не знаю, как сказать. То есть не будет и не скучно не будет, и стабильно будет все. Понимаешь? И все. Тут мне, по идее, по первому варианту сказать больше нечего. Давайте перейдем ко второму варианту. Ну что, двоечки, пристегнули штанишки и полетели. Первый вопрос — это что за энергия у этого мужчины и как она перекроет твое привычное в твоей жизни. А в моей колоде белая карта — это, знаешь, это вот связь с истинным я, связь с высшими силами и так далее. То есть у него невероятная чистая вот эта энергия. Понимаешь? Как будто вот сам воздух рядом с ним как будто свежее становится. И он не давит словами там никого, там про свои заслуги, про свои вот эти вот нарциссические штуки он не заявляет. Он просто сам по себе светится уверенностью, которой тебе захочется, как говорится, заразиться. Если, например, ты привыкла сама все тянуть, да, там, ну, жизнь, быт и так далее, то вот появление этого человека, оно, как сказать, все перевернет в твоем, как сказать, в твоем понимании мужчин. Понимаешь? Например, ты вот весь день там на работе вкалываешь, а вечером там чашечку чая, как сказать, пьешь, да, и перевариваешь в голове гору задач. И он вот это все перевернет. Ваши разговоры будут глубокими, но легкими. То есть полными смысла. Вот как тебе объяснить-то? Я вот в голове крутится. Ну, то есть ты не будешь думать про то, что ты тянешь все сама, вот эти все проблемы. То есть, знаешь, вот его стиль общения, он как бы открывать тебе глаза будет. То есть он и вдохновляет, и дает почувствовать, что мир — это не серая масса, да, а пространство, где можно надеяться на лучшее. То есть он переполнен вот этой энергией, он будет тебя вот этой энергией заряжать. Понимаешь? И это перевернет твое привычное восприятие мира. Из вечного там «я сама» ты вдруг перейдешь в то, что «мне нравится, когда мне помогают». Понимаешь? Вот так вот. И этот человек, он будет вот свежим ветром в твоей, как сказать, в твоей рутине. Какая особенность его характера зацепит твое сердце моментально? Ну, тут смотри, спокойная уверенность. У него спокойная уверенность в себе, в своих силах. Он там не хвастается, не бегает, как говорится, за чужим одобрением. Он просто знает, что у него все под контролем. И ты увидишь то, что ему не нужно кричать о своих успехах. Он живет в изобилии идей, в изобилии ресурсов, будь то там деньги, энергия. Но он, как сказать, он не ходит вот, как говорится, вот как сказать-то? Давай по-простому скажу. Он не ходит по соседям, да, с просьбой его похвалить. Примерно вот так вот. Понимаешь? И его зрелость, она подкупит тебя. Ты захочешь присмотреться к этому человеку поближе, потому что на данный момент таких людей ты еще не встречала. И присмотреться для того, чтобы понять, да, в чем его вот этот секрет. Он успешен на работе, он спокойно там после работы, например, может
розетку починить. Ему в кайф жить без вот этой показухи, понимаешь? И вот это умение жить красиво, но без пафоса, это сразу притянет твой вот взгляд, так скажем, сердечко твое. Почему именно ты окажешься в поле его внимания и в поле его интереса? Ну смотри, знаешь, он такой человек, который привык видеть вокруг себя вот много вариантов, да? Там людей, возможностей, но тебя заметит он именно потому, что ты не теряешься вот в мечтах. Ты умеешь воплощать свои идеи в жизнь. Ты не сходишь на полпути с поставленного пути, да, с поставленной цели. И он там случайно услышит, там, например, как ты говоришь о планах там на ремонт, например, да, и поймет, что ты не бросаешься словами «надо бы», да, а действительно берешь и делаешь. А для него это редкое качество, потому что большинство женщин, они только любят фантазировать. А ты как вот, как сказать, вот ты как скульптор, да, который вот из любой задумки лепит реальный шедевр. И это очень цепляет его воображение. Потому что у него у самого полно идей, да, а ты можешь помочь их реализовать, не давая всему повиснуть в воздухе. И он сразу поймет, что ты тот человек, который, как сказать, не грезит, а идет к своей цели. И в этом ты для него станешь как портал в мир, где мечты находят вот свою практическую форму. То есть вы два сапога пара будете. Если, конечно же, у тебя кладбище проектов, куча начинаний, но ты не доводишь дело до конца, это не твой мужчина. Такие мужчины к таким не ходят. В каком месте или обстоятельствах он может внезапно появиться по пажу мечей? Где по пажу мечей, знаешь, вот... Спорят постоянно, новые какие-то решения принимают, как будто вот каждый пытается доказать там свою правоту. Это может быть какая-то конференция, какое-то заседание на работе, да? То есть, где горячо спорят, да? Например, как сделать вот такой вот и вот этот. Ну, ты поняла. И как ты предложишь какую-то идею там, и он увидит это, оценит это, и все поймет, что с тобой нужно как-то сближаться. Понимаешь? Какие перемены ваша встреча принесет в твое будущее? Ну, это крупные перемены. Когда приходит осознание, что все можно делать вместе, а не в одиночку. То есть у тебя, знаешь, как ты как будто его на работе встретишь, он тебя заметит из-за твоих предложений, и вот он поймет, что таких больше нет. 99% женщин, они ждут принца, но у самих много начинаний, да, а ничего не заканчивания. Ну, то есть кладбище начинаний, проектов. А вот ты именно тот человек, который берется, изучает все, да, и до конца доводит. И вот это твоя живость. Это его привлечет. Но раньше ты все делала самостоятельно, да, то вот теперь ты ощутишь, насколько классно, когда рядом человек, с которым можно советоваться, в одном ритме двигаться. Вы станете не просто парой, да, а вот, как сказать, партнерами, которые друг друга поддерживают не только в любви, но и там в своих начинаниях, проектах каких-то, да. И все вы будете делать вместе. К женщинам, которые берутся, но не заканчиваются, такие мужчины не приходят. К ним приходят там
полежать на диване, да, я хожу на работу, мне большего и не надо, зачем расти. А вот к таким, как ты, такие вот мужчины приходят, ну и придет. Тут, по идее, больше и трактовать нечего, потому что, как сказать, достойное к достойному. Поэтому тут ничего удивительного. Давайте перейдем к третьему варианту. Ну что, троечки, пристегнули штанишки и полетели, да? Что за энергия у этого мужчины, как она перекроет все привычное в твоей жизни? Трактовать даже не нужно, да? У него очень вот мощная энергия, но земная. Туз Пентаклей — это туз Земли, кто не знает. То есть он знает, как превратить там обычную идею в реальный результат. И не боится браться там за что-то новое, изучать что-то новое. Его появление, оно поменяет твой привычный уклад жизни. Ты начнешь замечать, что он умеет, вот, как сказать, слова на ветер не бросает. То есть быстро решает там бытовые задачи, там розетку починит и так далее. То есть он заходит к вам домой, да, там к тебе домой, к нему домой, и оп, розетка сломана, а он руки из нужного места растут, руки золотые, и он просто берет и делает. Понимаешь, без всяких вызовов, электриков и так далее, он просто делает сразу сам. Понимаешь? И там счета оплатить, шубу тебе купить, сходить с тобой в магазин на 3 часа, пропасть там в одном отделе. Он это все молча делает. Понимаешь? Причем он это все делает спокойно и надежно. Без истерик, без скандалов и так далее. И ты почувствуешь вот внезапный прилив уверенности в себе рядом с ним. А рядом с ним тебе будет казаться вот все, как сказать, вся жизнь более простой, да, более выполнимой. Раньше ты дела какие-то на потом откладывала, да, у тебя вечно там с понедельника начну, с 1 числа, и вот с приходом в твою жизнь вот этого человека у тебя возникнет желание действовать прямо здесь, прямо сейчас и так далее. Потому что он тебя заразит вот этой, как сказать, напористостью. То есть ты с ним поймешь, что глупо отказываться, глупо откладывать то, что можно, как говорится, съесть сегодня. Понимаешь? И ты с ним, как сказать, вернешься к тем, что ты забросила. То есть забытые планы, начинания и так далее, и ты возьмешься и будешь доделывать их до конца. Потому что его практичная волна, она выбьет тебя из вот этого, из твоей зоны вечного ожидания подходящего момента. С ним ты поймешь, что подходящий момент сейчас. У него сейчас и у тебя сейчас. То есть ты как бы переменишь, как вот это слово-то, переменишь, возьмешь у него, в общем, вот эту привычку, понимаешь? А какая особенность его характера зацепит твое сердце моментально? Но он спокойно даже сложные разговоры может вести, не боясь острых тем. То есть у него, знаешь, у него такой внутренний баланс, который, не дает ему бросаться резкими фразами, впадать там в обидчивость, в ссоры и так далее. Я такое ощущение, что про тельца говорю. То есть он упертый, идет до конца, словами не разбрасывается и так далее. У тебя будет телец. Поздравляю. А твое сердце на вот эту
спокойную натуру, которая просто идет к своей цели, несмотря ни на что, прямыми словами, прямыми речами, да, без вот этого всего. Он тебе, наверное, еще даже не букет лапши подарит, да, в виде цветов. Скорее всего, еще скажет на свидании: так, ты у меня не кормлена, ты хочешь кушать, мы заходим вот сюда, и ты садишься кушать. И давай-ка не заказывай чай, закажи картошки жареной, винегрета, борща и нормально поешь. Вот примерно так. Понимаешь? То есть он спокойно делает все. И, как сказать, под вот этой напористостью, да, это не напористость, как вот король огня, это вот, знаешь, вот, это не страсть, нет, это практичность максимальная. Причем без применения, как сказать, он не принимает отказы. То есть, если ты скажешь: нет, я не хочу кушать, поверь мне, заставит, и съешь ты этот и борщ, и салат, и первый, и второй, и компот. Но компот в нормальном смысле слова. То есть он все делает спокойно, без накаливания моментов, и ты просто не посмеешь ослушаться, потому что человек сильный характером, упертый. Ты просто, как сказать, возьмешь его за руку и пойдешь за ним. Вот так вот. Почему именно ты окажешься в поле его внимания и интереса? Но ты и сама такой человек, который умеренность во всем предпочитает. Ты не гоняешься там за драмами, ты ценишь мирное общение и умеешь вовремя отступить, чтобы там, например, конфликт не начался. И он видит, что ты живешь в своем темпе, не впадая вот в эти крайности, да, драма, гормоны играют и прочие отговорки. То есть ты адекватный человек. Вот. И ему будет нравиться с тобой то, что с тобой нет вот этих качелей эмоциональных. Нет резких вспышек, которые бы крышу сносили. Он видит твою способность вот слушать людей, отстаивать свою позицию без агрессии. И это очень редкое сочетание спокойствия и самоуважения. Ты скажешь, как сказать, да нас таких много. Нет, не скажи. 99% женщин, они манипулируют, они агрессируют, они ПМСничают, они прочее выливают на близкого человека, а ты не такая. У тебя спокойствие, самоуважение и уважение к партнеру на первом месте. И вот это его заворожит, как сказать, влюбит в тебя. Он поймет, что с тобой можно вот строить ровные и при этом не скучные отношения, где все развивается гармонично. А которые драмы, манипулируют, вот это все, там какие-то далекие намеки, это не их мужчина, это твой. В каком месте или в каких обстоятельствах он внезапно может появиться в императоре? Где люди решают вопросы власти, порядка, да, по императору. Например, там собрание, например, там жильцов дома, да, если у вас есть такое. То есть где люди вот решают по поводу порядка, власти, возможно, это на работе также, да, где дискуссии распределяют, кто за что отвечает. Понимаешь? Офисное собрание какое-то может быть, рабочее собрание. То есть где все четко, по плану, про власть, про порядок, про кто чем занимается. И он там появится у тебя. Тут сказать даже нечего, даже трактовать не нужно. Колесница. Какие перемены ваша встреча принесет в твое будущее? Да? Села в колесницу и поехала вперед. То есть будет так, что вы вместе, возможно, поедете в какую-то поездку, да?
Возможно, начнете вместе быстро развиваться. То есть он подтолкнет тебя к смене, к быстрой смене своего пространства, я бы сказал. То есть у него есть талант такой быстро перестраиваться, да, под нужное течение времени и быстренько к цели идти. И это тебя вдохновит. Ты начнешь чувствовать, что вот страхи прежние, они улетают, да? У тебя не будет страха перед будущим. Он тебя вдохновляет двигаться вперед, и это будет мощный импульс. Понимаешь, когда движение жизни не кажется такой хаотичной, да, а становится все спланированным, это смелый вперед рывок, понимаешь? Тут даже трактовать нечего. Колесница, тебя посадят в колесницу, возьмет в руки вожжи, и вы помчите по жизни, как сказать, ничего не боясь. Тут все понятно. Вот такой у нас сегодня был короткий расклад, только по фактам. И помни, что дед всегда рядом, приходи в проживание аркана.